Честно говоря, меня очень раздражают эти видео с так называемыми геймплейными концептами. А что было бы, если Зельду сделали на Unreal Engine, а GTA San Andreas на движке GTA 5? Ой, как было бы круто! Ну, представили. Ну, круто. Дальше-то что? Игра так и не появилась. И зачем мне все это? Зато все эти видео навели меня на мысль, что одна из моих любимых финалок во многом похожа на такой вот очередной геймплейный концепт. В том смысле, что тоже травит душу. А что если бы в финалке можно было бы кататься на машине, и чтобы там были клевые американские пейзажи? Представили? А теперь иди играй в Kingdom Hearts, лошара. Ох уж это мимолетное увлечение, лучше бы и не делали. А то растравили душу, да так и оставили без добавки. Final Fantasy 15 очень далека от 32 бит, но она просто не могла не появиться на нашем канале этим летом. Центральной темой нашего 32-битного лета является клевая жизнь в выдуманном мире. И кто посмеет сказать, что жизнь в Final Fantasy 15 не клевая? Поехали! Я всегда считал, что серия Final Fantasy по сути кончилась после 10-й части. 11-я и 14-я часть были мой РПГ. В этом не было бы ничего плохого, если бы они назывались, например, как-нибудь Final Fantasy Online. Но называть их номерными частями – это предательство фанатов. Что же касалось 12-й и 13-й, если бы их делала другая студия под другим именем, то наверняка бы сейчас фанаты JRPG рассказывали бы о них как о хороших, малоизвестных играх для старых консолей. И хотя я провел немало приятных часов в Final Fantasy 12, эти части все же не соответствуют высоким стандартам серии. И тем более мне не понравилось, что JRPG перестали быть JRPG и превратились в экшен. Так что неудивительно, что я относился к Final Fantasy 15 с большим недоверием. Но звезды сошлись как надо, и в конечном итоге я поменял свое отношение. О чем заставляет жалеть Final Fantasy 15? Первое, на что я обратил внимание, это то, что Square Enix стала очень серьезно работать над лицами. Они не просто реалистичные. Тот, кто подбирает реальные лица и потом руководит созданием моделей, явно прирожденный физиономист и умеет разглядеть, подчеркнуть и выпятить мелкие черты. И было сразу заметно, как резко выделяется на фоне этих реалистичных, тщательно проработанных лиц главный герой, принц Ноктис Люцис. Кстати, имя идиотское, оно переводится с латыни как «ночь свет». Наверное, придумывал Кодзима. Твердый змей, жидкий змей. В общем, наша ночная Света напоминала какого-то пупса, даже инопланетянина, потому что смотрелась откровенно чужеродно рядом со своими реалистичными компаньонами. По ходу игры стало понятно, почему так получилось. По авторскому замыслу, Ноктис должен был повзрослеть и приобрести мужественное лицо и сексуальную бороду. Просто его лицо в более зрелом возрасте не очень хорошо омолодили для первого этапа игры, и поэтому получился этот странный кей-попер. Почему об этом приходится жалеть? Ну, потому что такая перемена – это внешнее отражение внутренних метаморфоз, через которые прошел персонаж. И из капризного, избалованного принца Ноктис должен был превратиться в копию своего отца, в доброго короля из сказки, который стоит за свою страну и за свой народ. И высшей точкой этого преображения станет самопожертвование во спасение своего королевства и своих подданных. Да, в конце Ноктис должен умереть, и сделать это добровольно. Это очень сильный ход, да и к тому же в серии Final Fantasy он встречается впервые. Однако, как известно, Final Fantasy 15 находилась в разработке 10 лет, и это плохой знак. Такое можно простить лишь Red Dead Redemption 2, но это исключение из правил. В остальных же случаях, включая и данный, это говорит лишь о коррупции и бардаке.
что подтверждает и дизайнер персонажей, который говорит, что команда разработчиков работала совершенно неорганизованно. Такие игры доделывают, скрежеща зубами от бессильной ярости. Метафорически выражаясь, склеивают ошметки суперклеем. Просто в проект вложено уже столько денег, что отменить его означало бы потерять все эти миллионы безвозвратно, а так можно было бы вернуть хоть немного. В результате Final Fantasy XV получилась просто первой главой, которой поспешно прикрутили концовку. Это породило огромное количество шуток в среде фанатов серии. Наибольший урон понесла планируемая дуга характера Ноктиса, ее попросту нет. Вот он еще нежный кей-попер, а вот уже весь сочится тестостероном, а вот уже жертвует собой. Весь драматизм убит к чертовой матери. И даже последний кадр, когда нам показывают фотографию молодого Ноктиса с друзьями, лежащую на троне, трогает совсем не так, как должен. И самое обидное то, что вы прекрасно понимаете умом, что это очень сильный и трогательный момент, но к нему не сделано никаких подводок, так что эмоциональный отклик тоже никакой. Бывают отвратительные игры, которые вызывают только отторжение. Но вот Final Fantasy XV, наоборот, вызывает горькое сожаление. Даже той малой части, что там есть, хватило для того, чтобы растаял даже такой, как я. Можно сказать, что эта первая глава стала настоящим спасением для тонущей игры. Именно здесь, глядя на все происходящее, я впервые сказал себе: внимание к деталям – это уважение к игроку. Игрок заметит, сколько усилий вы вложили в то, чтобы происходящее на экране не выглядело условно. Анимация лиц, мелкие движения, даже модели еды выполнены так, что их можно рассматривать крупным планом. Ну и, конечно, главное, за что нам навсегда запомнится Final Fantasy XV – пейзажи. Честно говоря, лучше я не видел. С хорошим уровнем детализации, безусловно, еще немало таких игр. Но вот чтобы было так же круто и эстетически, тут, смею думать, пятнашка оказалась непревзойденной. Разработчики рассказывали, что они, оказывается, хотели сделать этакое роуд-муви. Я боюсь представить, какой шок постигнет этих разработчиков, когда они узнают, что, оказывается, все классические Final Fantasy, начиная с самой первой, это и есть роуд-муви с путешествиями по всему миру, где вам не дают засиживаться на месте. Ну да, с чем можно согласиться, это то, что пятнашка специально сделана именно так, чтобы вам хотелось самим кататься на машине, просто чтобы расслабиться и полюбоваться на окрестности. Управление специально сделано упрощенным. Это не гонка, это созерцание. Возможно, дело в том, что я просто не воспринимаю эту игру как очередную Final Fantasy. Сделать экшен вместо пошаговых боев. Дизайнер персонажей не Йоситака Амано и не Тецуя Намура. Сценарий писал не Кадзухиги Надзима, а качество не контролировал Хиронобу Сакагути. Основную музыку сочинил Нинобуо Уэмацу. А каким местом тогда это Final Fantasy? Дело, конечно, не в строго определенных именах. Например, я очень уважаю композитора Йоко Синамуру, которая в числе прочих работала над пятнашкой. Однако вышеперечисленные творцы внесли в Final Fantasy те самые геймплейные, графические, музыкальные, сюжетные и просто эмоциональные элементы, которые и стали для серии определяющими. И где хотя бы один из них здесь? То, что у вас есть своя Айрис из фикс-прайса? Ну, поздравляю, вы умудрились сделать это еще более блекло, чем в мутном CG-ролике с моделями на 3 полигона. Прошу меня извинить, но здесь нет и крупицы того размаха, который подразумевает имя Final Fantasy. Здесь не получится даже списать на то, что игра по сути недоделана. Просто даже кат-сцены смотрятся на удивление блекло, чего просто не должно быть на таком уровне развития графики. Но просто сравните это с Final Fantasy VIII, которая выходила черт знает сколько лет назад на консоли черт знает какого предыдущего поколения. Может, эта оторванность от традиций серии и сыграла на руку 15-й части.
Просто нет ничего, что могло бы ассоциировать ее с именем Final Fantasy, кроме надписи на коробке. Например, с ремейком 7 части так не получилось, я ни на минуту не забывал о знаменитом оригинале. Ну а здесь же я в шутку называл ее K-Pop Redemption, но по факту это просто симулятор отпуска. Крутая тачка, крутые друзья и езжай куда хочешь. Мир Final Fantasy 15 это самый идеальный вымышленный мир, который я когда-либо видел. Только здесь бензин стоит дешевле грязи, только здесь автомеханик это девушка с внешностью порнозвезды. Только здесь твой кореш готовит ресторанную еду на природе, и только здесь всегда светло и солнечно, даже когда идет дождь. Что нужно делать в этой игре? Тусоваться с братюнями вестимо? Уж точно не спасать мир и, упаси боже, не жениться. Во всей серии джекпот себе сорвал только Сквол. Ну а ты всего лишь принц с мажорской машиной, с неограниченной кучей бабла, с другом вышибалой и другом кулинаром, ну а пром-то все равно никто не любит. И можешь кататься по крутым пейзажам с друзьями и заниматься чем хочешь. Смирись, лошара. Плак-плак. JRPG? Нет. Final Fantasy? Точно нет. Прикольный симулятор курорта? Более чем. Если бы Final Fantasy 15 имела больше контента в таком духе, то, пусть она бы и не оправдала имя Final Fantasy, но точно стала бы одним из ярких и запоминающихся проектов своей эпохи. Той самой короткой, но прекрасной эпохи красивейших игр с открытым миром. Если вы хотите еще обзоров, то приглашаю вас на канал Радио Последнего Фантазера. Еженедельно там выходят обзоры в формате подкаста.